Интересно, как часто у вас случается ностальгия, когда вам хочется вернуться обратно в детство? Просто взять и очутиться снова в том самом старом дворе, где вы когда-то выросли, увидеть всех своих старых друзей, некоторых из которых, возможно, уже с нами нет. Погонять мяч на том старом футбольном поле. Это, наверное, было бы по-настоящему здорово, если бы это было возможно. Откуда вообще это чувство берется, интересно, вот эта ностальгия? Это страх перед будущим или это просто, как это сказать, тоска по чему-то хорошему, ушедшему? Опять же, по-хорошему, или мы просто нарисовали себе какой-то образ? Вот я просто пытался размышлять, а насколько точно я помню то, что происходило в моем детстве. Насколько точно я могу сказать, что вещи, которые я для себя вот запомнил так, они именно такими и были. Или же все-таки моя фантазия, она что-то уже успела дорисовать, а я просто с этим согласился. Hello. Good. Классные люди вокруг. И вообще, а нужна ли эта ностальгия? Или это какая-то защитная реакция моего разума, которая пытается помочь мне пройти через какой-то стресс? Я до конца не могу себе ответить на этот вопрос. И мне действительно было бы интересно узнать, что вы думаете по этому поводу. Вообще, нужна эта ностальгия? Или все-таки нужно жить настоящим и смотреть в будущее? Хотя, конечно, учиться на ошибках прошлого – это важно, но одно дело учиться на ошибках прошлого, а другое дело тосковать по прошлому. Как сейчас, да, многие там страдают по Советскому Союзу, рассказывают, как там было хорошо. И я думаю, что вот как раз-таки здесь мы опять приходим к теме страха. Почему у людей ностальгия возникает? Потому что кажется, что там все было понятно, там все было стабильно. Там ты знал, что тебе ожидать. А здесь, в новых реалиях, когда ты не знаешь на самом деле, что будет завтра, когда ты не уверен в своей работе, ты не понимаешь, ты будешь там постоянно работать или тебя в любой момент могут уволить оттуда. Я думаю, что приходит страх. Из этого страха у людей потом возникает ностальгия по тому прошлому, из которого многие с радостью вырвались. Я вспоминаю, я был, конечно, еще тогда маленький, ну как маленький, подросток, когда разваливался Советский Союз. Но я помню, как очень немаленькое количество людей радовалось этому, потому что для многих людей действительно жизнь в совке была своего рода жизнью в определенном концлагере. И даже если брать жизнь верующих людей, по факту, вот только когда оттепель наступила, да, Горбачевская, только тогда церковь смогла зайти на территорию бывшего Советского Союза и свободно дышать. Ну, я имею в виду больше протестантскую церковь. Хотя и для православной церкви тогда тоже стало легче, потому что до этого, вы помните, да, во время коллективизма храмы
разрушали, либо забирали и делали там в них какие-то клубы. Когда вы начинаете действительно думать о том, что же было на самом деле, когда вы перестаете романтизировать какие-то свои воспоминания, которые чаще всего оказываются, скажем так, далекими от реальности, то вы начинаете понимать, что ностальгировать-то особо не почему. Ну да, многие говорят, раньше государство выдавало квартиры. Бесспорно, был такой момент, но опять же, не было никакой свободы. Но, как я уже говорил, было вот это чувство стабильности. Причем это чувство стабильности, которое было у людей, на самом деле, можно сказать, оно ложное. Потому что если ты, скажем так, думал не так, как все, если у тебя был какой-то свой взгляд, ты был индивидуальностью, был личностью, то тебе просто не было места в этом обществе. Тебя либо могли закрыть в психушку, либо посадить, ну, либо еще что-то с тобой могло случиться. В принципе, мы знаем, что всю культурную там, интеллигенцию, да, там, всех известных людей, каких-то ученых, писателей, которые открыто выражали свои мысли, которые объясняли, что коммунизм — это не норм, что социализм — это тоже не работает, которые пытались говорить правду, их всех просто в какой-то момент убирали, потому что они были совершенно неудобными для власти. И сейчас многие говорят, а вот тогда было лучше. Но по факту было то же самое. Просто люди не помнят. Просто в то время не было интернета. И по сути люди особо не имели информации. То есть только то, что разносилось сарафанным радио, только об этом люди говорили, только это люди знали, да? Но если брать все остальное, если брать, к примеру, то, что реально происходило в стране, по новостям ни о чем не говорили, в газетах ничего не писали. Писали только о достижениях партии, о достижениях каких-то там заводов, о каких-то там передовиках производства. Ну, иногда писали про происшествия, да, там, например, в интернете ходит вот этот вот документальный фильм «Суд над», как они называли, сектантами. Хотя по факту там обычные верующие, протестанты. Но власть очень боится верующих людей, которые находятся вне религии. Почему власть не боится православных, к примеру? Извините, друзья, православные, но факт. Потому что руководит православной церковью человек, который, в общем-то, с этой властью очень сильно повязан. И те батюшки действительно искренние, которые любят Бога, которые стремятся к чему-то, которые действительно приводят людей к Богу, которые не боятся говорить правду, они просто становятся неугодными для власти. Поэтому, если церковь прогибается под власть, как, например, сейчас некоторые епископы протестантские, которых когда-то я уважал, но после того, как они прогнулись и чуть ли, извините меня, не готовы целовать ноги этой власти, после этого я не могу уважать этих людей, не могу воспринимать их проповеди, потому что по факту это больше уже звучит как какое-то лицемерие. Люди, которые, как мне казалось, знали Бога, пошли на компромисс с совестью
и нашли оправдание через Библию, что самое страшное. Ну вот, начал, как говорится, за ностальгию, а ушел в политику, извините. Ну, в общем, я считаю, что ностальгия, с одной стороны, это неплохо, а с другой стороны, это просто какая-то душевная связь с какими-то вещами, которые уже, скажем так, не актуальны, и с которыми по факту нужно просто разобраться каждому из нас. Так что интересно было бы, правда, узнать ваше мнение, что вы думаете и о ностальгии, и о других моментах, которые я тут озвучил. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо всем тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит оценки, делится моими роликами. Это очень ценно. Спасибо вам большое. Всех благ вам. Обнял и благословляю.